Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем YouTube канале. Сегодня уже 31 января 2023 год. События становятся все более тревожными, быстрыми. И такой жгут, я уже говорил, такой сравнивал их, закручиваются в жгут, а лучше даже сказать воронку. И воронка такая, скажем, неприятная. Итак, с чего начнем? Ну, например, Столберг, пока генсек НАТО, обратился к Южной Корее, чтобы она дала оружие для Украины. И поехал в Южную Корею. Южная Корея отказалась. Ее руководство говорит, мы конфликтующим сторонам оружие не даем. При этом она продает Польше, там очень сейчас много и танков, и другим странам и так далее. То есть Южная Корея послала и НАТО, и Украину как можно дальше. Ну, посмотрим, что будет с Южной Кореей, потому что, в принципе, я вам уже объяснял это где-то по всем таким обозрениям и американских экспертов и генералов. Вот последняя докладная была действующего генерала, что они считают, что Соединенные Штаты, да и не только они, что все-таки Си Цзиньпин, коммунистическо-бандитский Китай, где-то на Тайвань должен напасть в 2025 году. Ну, уже 23-й, то есть ждать осталось недолго. Южная Корея, конечно, тоже будет в этом задействована, будет участвовать. Я думаю, Ким Ир Сен может даже быстрее на них напасть. Было уже, вы помните, как он запустил беспилотники в Южную Корею, там прямо над Сеулом пролетали они, позбивали кое-что. Но это только начало, это вот как с Ираном будет с Южной Кореей. Поэтому пусть готовятся. То есть, но они свою позицию сформулировали. Народ Украины, Украину, которая истекает кровью, Южной Кореи, как говорится, по барабану. Понятно. Идем дальше. То есть оружия от Южной Кореи никакого не будет. Следующий очень важный момент – это заявление Байдена. Там он сходил с вертолета где-то, его спросили про F-16. Передадут Украине эти самолеты F-16 или нет? Он сказал, нет, не передадим. Ну и потом были другие заявления. То есть США отказали Украине передавать истребители. Соответственно, Великобритания тоже сказала, что она элекtroистребители давать не будет. То есть Сунак тоже отличился, так сказать, вместе с Уоллесом, министром обороны. Премьер Сунак индус и этот самый. Поэтому самолетов F-16 тоже не будет. Вот эти все россказни, что придут самолеты, будут сидеть в них пилоты летят, крыльями машут, встречают этому Зеленского, приветствуют вместе с Ермаком там, и прочими Шмигалями, и Резниковыми. Это все, так сказать, сказки Венского леса. Ничего этого не будет, дорогие мои мальчики и девочки. Ну, идем дальше. Следующее. По поводу этих танков. Танки будут, Абрамсы, это надо ждать и ждать, может быть, к концу 2023 года, а те леопарды тоже будут там собирать их со страны по нитке, по тебе, как говорится, ему, а это тоже ему, и это тоже тебе. На тебе, кума, що мені не гоже, ну где-то там 100 с чем-то должны их собрать, может быть там где-то к Пасхе, то есть это май месяц, да? Поки солнце зійде, роса очі виїсть, московская. То есть с танками тоже полный завал. Ну, должны эти прийти бронемашины, там передали какие-то беспилотники немцы и так далее немножко. Но это все как мертвому припарке. То есть вот это касается оружия, да? Оружие практически не дается. Будем реально говорить, по сути, чтобы Украина хотя бы могла защищаться на фронте там тяжелейшем, оружия уже недостаточно. И о том, что его недостаточно, мы видим тяжелейшую ситуацию, которая сложилась на сегодня уже на фронте. Потеряны уже и тот же Солидар, и уже окружают Угледар,
уже движутся, перерезают дороги к Бахмуту, перебрасывают. Такое впечатление, что этот ЧВК «Вагнер», он уже скоро на всем фронте будет вместо российской армии, и везде он достигает побед. И на Запорожье их сейчас перебрасывают, и они там усиливают давление на Орехово. Украинские войска нигде не наступают, и, прямо скажем, в тяжелейшей находятся глухой обороне. Глухая оборона и на Лимане, и уже ничего там не рассказывают нам ни про Сватово, ни про Кременную, ни про Херсон. Наоборот, уже идут эти штурмовые российские группы, замеченные на этих разных моторных лодках в дельте Днепра и так далее. То есть они уже лезут туда дальше, на Очаков и так далее, и так далее. То есть фактически на фронте украинская армия, будем объективно, несет достаточно большие потери и не в состоянии уже проводить никакие наступательные операции, но даже тяжело оборонительные. Не хватает уже живой силы, техники тем более, и идут массовые облавы украинских мужчин незаконно, антиконституционно, все время показываются разные видео, вот, как задерживают украинских мужчин и пытаются их мобилизовывать. Совершенно это антиконституционно, это политика концлагеря, это диктатура. Зеленскому никто такого права не давал. Они у нас не являются высшей кастой. Ни Зеленский, ни Ермак, ни Шмигаль, ни Резников, ни Данилов, никто, ни Буданов, никто, ни депутаты эти, ни Астафийчуки всякие, Абрахами, Арахами, они не являются какой-то высшей кастой. Они не имеют права никакого хватать украинцев и заставлять их идти воевать. Не имеют. Закон о мобилизации является антиконституционным. Введение военного положения является антиконституционным. Продление его является узурпацией власти и нарушение 5 статьи прямого действия Конституции. Что же тут неясного? Дятлы вы, дорогие мои. То есть мы должны говорить, что в Украине усиливается каждый день в связи с провалом на фронте, с отсутствием вооружения, отсутствием поставок военной техники, с разрушением экономики, крахом государственного бюджета, крахом финансовой системы, усиливаются внутренние противоречия. Они, Зеленский и прочие, вы там, так сказать, клоуны, которых ты собрал, вы доиграетесь очень серьезно, потому что могут начаться внутренние волнения, потому что ваша власть нелегитимная, Зеленский. Но это же так просто. Не ты первый, не ты последний. Это было с Кучмой, это было с Ющенко, с Порошенко, с Януковичем. Ну неужели ты думаешь, что ты из другого теста? Неужели думаешь, что тебя будут вместе с твоими вот этими, так сказать, членами этой твоей клановой корпоративной группы долго терпеть? Но не будьте же вы наивными. Поэтому уже понятно, что никакого окончания войны победой нет и не видно его, потому что нет оружия. Как без оружия можно куда-то прорвать фронт и победить. Уже там двухслойная оборона и, ну, по-любому 300 тысяч он набрал. По-любому. Плюс этих сколько зэков. Плюс они гибнут как мухи, но они ж не сдаются. Они прут и прут и прут. Поэтому реальность такая, что на сегодняшний день Украина не имеет возможности уже каким-либо образом добиться прорыва фронта. Будем реалистами. Дальше смотрите, какая ситуация. То есть все фактически держится уже на волоске. Ну что делать? Известно, что делать. Все больше предлагается Зеленскому, чтобы он садился за переговоры. Об этом, я думаю, с ним будет говорить министр Израиля,
иностранных дел Коэн, который должен в ближайшее время приехать в Украину. То есть они поддерживают очень сейчас тесные отношения с Путиным, и, видимо, предложено начать на прекращение огня и говорить о гуманитарных коридорах через Турцию, обмен пленными, ранеными и перемирием. Вот я так полагаю. Я думаю, такое будет. Естественно, что в этой связи должны действовать кто? Ну, мэры и соответствующие фракции. Тимошенко, фракция «Батькивщина», Порошенко, Европейская солидарность. Они должны консолидировать вдвоем. Надо создать коалицию обязательно. Это должна быть оппозиционная системная коалиция. И они должны требовать от Зеленского. Во-первых, должен быть восстановлен председатель Конституционного суда. Есть решение, что Зеленского указ антиконституционный. Дальше должен быть Конституционный суд, заседание, надо подавать туда соответствующие документы и начинать импичмент Зеленскому. Потому что так не может быть. Никакого продления военного положения быть не может. Верховного Совета делать, и надо выходить на эту линию. Надо начинать наводить порядок в Авгиевых конюшнях. Надо открыть всю информацию. Чтобы ее открыть, надо антиконституционное военное положение отменить. И отменить запрет на выезд украинцам. И так называемую мобилизацию. Человек, никто не может человека заставить его в 21 веке, в 23 году, чтобы кто-то и настаивал, чтобы его лишить жизни, чтобы его тащить куда-то, чтобы его там убили. Ни Зеленский его не рожал, ни жена Зеленского его не рожала, ни Шмигаля, ни Резнякова, ни тем более Ермака. Ермак вообще непонятно, кто такой. Поэтому кто они такие, чтобы мобилизовывать людей? Кто они такие, чтобы запрещать свободу слова, собрания, высказывания своей точки зрения? Надо все этой антиконституционные репрессивно-карательные органы должны быть ликвидированы. Вот такая, я вам скажу, байда, мальчики и девочки дорогие. Я думаю, что уже понятно, что Запад категорически настаивает на прекращении огня. Запад не будет не давать в ближайшее время никакого оружия. Ну и Зеленскому просто уже настоятельно рекомендуют ввести прекращение огня и начать перемирие. Вот я думаю так. Может, я ошибаюсь, конечно. Ну давайте в ближайшее время посмотрим. Но ситуация просто уже очень тяжелая, и надо в конце концов назвать реальные масштабы катастрофы. Везде, в экономике, в финансах, в банковской сфере, в потерях раненых и 200-х, назвать объемы уничтожения городов, назвать объемы краж, коррупции, взяточничество, назвать злоупотреблением. Ну, тем более, что, давайте понимать же, то работают же серьезные американские следователи. И они должны дать соответствующие материалы. И ясно, что они их дадут не Зеленскому, а это будут поданы в Конгресс материалы, и там создана специальная комиссия с очень большими полномочиями республиканцами. Ну и Трамп уже четко заявил, что надо останавливать войну. Поэтому опять прорезался этот президент Хорватии, то есть он же не просто так выступает, правильно? Ему дана команда. Ну, Орбан, само собой, опять. То есть все те, которые выступают против Украины, они активизировали свои выступления, в том числе Китай. И готовится визит Цзиньцзяпина на весну в Москву. И обговорены определенные условия, что должно произойти. Ну вот таким бы способом я бы вам охарактеризовал ситуацию. Понятно, что многим этот прогноз и сценарий не понравится, но
Давайте объективно же будем говорить. Надо в конце концов научиться делать объективный анализ, руководствуясь принципами такой очень серьезной науки. 99% о ней не слышали, а власти там вообще никто не владеет, как стратегическое управление. Ну, характер власти вы сами знаете. Когда этих тупых наизбирали, то их специально повезли в Трусковце. На какие-то, кто оплатил, вообще надо тоже разбираться. Специальные сделали для них такие сборы, чтобы чему-то их научить. То есть они были тупые, как говорится, дятел об дерево. Вы с Олегом Соскиным. Всего доброго. Подписывайтесь. Поддерживайте Олега Игоревича. До новых встреч.